Всем привет! Сегодня у нас очередная посылочка пришла. В этом году еще я вроде ничего не снимал. Вот решил снять, показать вам. Немножко появилось времени для видосиков. Решил показать вам такую вот коробочку мне прислали. Вот такая коробочка. Открываем ее. Вот. Значит, что мы видим здесь? Пупырчатый такой пакет. Режем скотч. Режем скотч. Запечатали так, как обычно в своем репертуаре. Ага, пакетик пупырчатый. Такие вот ножки. То есть это у нас такие крепежечки будут. Так. Тут вроде все просто. И скрепляются между собой вот эти вот штуковины. Надо как-то это дело раскрутить. Блин, ключик я что-то не припас. Не подумал, что понадобится ключик. Ну ладно, посмотрим. Далее у нас вот такая вот штуковина. Там вон логопины лежат. Тут у нас подсветка светодиодная. Вот проводочки. И сама вот такая площадочка. Скотч у нас приклеена вся приблуда. Приблуда приклеена скотчем. Вот, то есть это у нас пленочка защитная. Оттираем ее. Логопины в пакетике лежат. Тоже аккуратненько, чтобы не поломать, вытираем. Вот, значит, защитную пленочку.
получилась вот такая вот штучка. Тут тоже защитная пленка есть. Вот 4 таких. Значит, пакапина туда мы вставим. Вставляем пакапины. Вот. Такое копье, блин. Вот у нас 4 штуки. Все вставляется без проблем пока. Кстати, один пагапин запасной положили. То есть у нас 5 пагапинов, ой, даже 2 запасных. 2 запасных нам положили, чтобы, если мы накосячим, у нас был в запасе пагапинчик. Далее нам нужно собрать подставку. Вот такие вот получились штуковины. Сюда у нас вставляются в эти разъемы штекерочки и подключаем там куда надо, к программатору или еще куда-либо. Сюда вставляется разъем для запитки подсветки нашей. Вот, то есть так, ложим. Это нам сейчас по-быстренькому скрутить вот эти вот подставочки. Так вот они скрутятся сейчас у нас. Включим. Сейчас. Минуточку. Одну минуточку. Подручными средствами придется скрутить все это дело. Вот, то есть тут все просто, в принципе. Эту гаечку надо ослабить. Вот. Она тут вываливается даже так вот. Откручиваем, вставляем назад. Вставляем назад, поворачиваем. Вот, еще надо маленечко выкрутить. Вот так. Не вставляется, откручиваем еще. Откручиваем еще. Не стесняемся, закручиваем гаечку вот эту. Подкрутим плоскогубчиками, что ж поделать. Не припас ключик, на 8, наверное, надо. Откручиваем вот эту штучку. Вот. Делаем то же самое с соседней ногой. Делаем то же самое с соседней ногой.
закручиваем также. Болтик такой. Главное еще, кстати, это, чтобы она не развернулась, поглядывать, когда закручиваем. Лучше вот так вот чуть в натяжечку закручивать. То она там крутится, эта хрень. Вот там видно. Закручиваем прям плоскогубцами, потому что ключик гаечный забыл я припасти для этого видоса. Ну, ничего страшного. То есть такая вот получилась конструкция. Там еще надо проверить. Там тоже все нормально. Вот. Откручиваем вот этот вот шпиндель. Так. Что мы имеем? Имеем вот такую конструкцию. Пана. Такую конструкцию будем иметь сейчас мы. Эту ногу прикручиваем. Вот. Следующую ногу прикручиваем. Вот такая объемная получилась конструкция. Думаю, тут любой блок управления должен поместиться у нас вот сюда, в это поле зрения. Вот такая получается конструкция у нас. Так, далее попробуем подключить еще блок питания. У нас тут где-то было где-то блок питания у меня. Вот сюда подключим этот разъем блок питания. Так, блок питания надо вставить в сеть. Вот подсветочка. Подсветочка. Надо чуть-чуть вот так вот сделать, чтобы было попонятнее, что у нас тут получилось за construction. И тут как бы вот, пожалуйста, такое поле для работы получилось у нас. То есть, ну там какая-то платка, наверное, есть у каждого, или там блок управления какой-то двигателем или еще что-то. Сюда ложим, допустим, вот так это будет выглядеть, платку. Вот, и там, чтобы не паяться, там, допустим, надо сюда ткнуть и туда ткнуть. Берем вот такое вот купье. Вот, и вставляем. Так вот раз там. Надо еще куда-то всунуть. Берем еще одну. Суем еще одну.
Вот. То есть тут у нас в комплекте их 4. Обычно 4, конечно, достаточно, но, конечно, надо еще дополнительных заказать, пожалуй, чтобы была возможность побольше подключений делать. Вот, то есть втыкаем 4 таким образом. Вот. Так это выглядит. Вот вроде все тут видно. Далее в эти штучки уже подключаем вот эти проводочки с этой стороны, а проводочки в свою очередь к программатору. Вот такое полезное устройство, столик, так сказать, для программирования образовался у нас. То есть вот так подключаем контактиков. Так, надо шнур разделить маленько, чтобы была возможность подальше. Вот 4-цветный. Вот 4. В каждом вот в этом щупе по 2 дырочки, то есть можно вставить в программатор, а в эту можно их соединить вместе, там, например, для каких-то целей там. Вот, то есть таким образом все это подключается. Как видите, все довольно-таки просто. Вот, то есть подключаем там к каким-то точкам. Вот, то есть такая вот конструкция. В принципе, вроде все ясно и понятно. Вот, кому, конечно, не влом, могут собрать самостоятельно этот столик, кому похеру на эстетику или очень много свободного времени. Ну вот, пожалуйста. То есть тут у нас пагопины, они пружинят. Видите? Вес довольно-таки нормальный для контакта. То есть все будет контачить. Ложим сюда блок управления и работаем с ним без пайки. Поработали, например, отключили проводочки. Отключили проводочки. Достали оттуда все дело. Вот, то есть что тут отключаем подсветочку. Включаем подсветку. И можно убрать прям так. Можно разобрать и сложить в коробочку назад. Кому как удобнее. Так что, кому понравился видосик, не забывайте подписаться на мой канал. Постараюсь снять для вас что-то интересненькое.